Как давно ты изучаешь русский язык? Какая мотивация у тебя? Какой у тебя метод? Что для тебя было самым сложным? Что бы ты сделал иначе? Представься, пожалуйста. Да, меня зовут Исайло, я родился в Сербии, но живу в Вене уже почти 10 лет. Меня зовут Лукас Бигетти, я из Бразилии, я сейчас живу в Италии, и я очень люблю изучать иностранные языки. Меня зовут Сара, я из Словении, но сейчас живу в Португалии. Меня зовут Давид, я из Италии. Что я делаю? Чем я занимаюсь? Я не изучаю итальянский, я преподаю итальянский онлайн. У меня свой канал, свой подкаст, свой проект. И мне нравятся языки. Меня зовут Диого, я из Бразилии, но сейчас живу во Франции. И я работаю в университете. Меня зовут Элиса, я из Италии, я преподавательница, и я люблю иностранные языки. Меня зовут Елисей, я из Бразилии, мне 28 лет. Но я живу в Польше. Привет, добрый день, меня зовут Маркус, мне 35 лет. Я из Германии, из столицы Германии, из Берлина. Я Педро, я испанец, мы можем сказать, что я полиглот. И да, мне очень интересно изучать разные иностранные языки. Как давно ты изучаешь русский язык? На самом деле я первый раз сталкивался на факультете, когда изучал математику, потому что мы очень много использовали русскую литературу. У меня была книга «Зарубежные математические олимпиады», которую я использовал. Но тогда я не хорошо говорил, только было надо понимать, что значит положительное число и так далее. Докажите, что если x больше нуля и так далее. Потом, когда переехал в Вену, я начал более серьезно, скажем, изучать немецкий. Немецкий тоже, но русский. И вот. Я изучаю русский язык уже 10 лет практически. 10 лет? Да, 10 лет. Но не активно. 5 лет активно, и потом просто стараюсь говорить, когда могу. 2 года. Ну, 2 года. Да. Не очень давно, я думаю, я могу. Мне больше я говорю на русском. Я сейчас не изучаю, на самом деле, ничего не делаю с русскими, с языками вообще, на самом деле, если честно. Но изучал интенсивно в течение нескольких лет. Так правильно? Да, правильно. И в том числе в университете учился на переводчике. На переводчика? На переводчика. Я уже не учу русский, но не значит, что я все знаю. Просто когда я ничего не знала, я переехала в Россию, я там жила 2 года. И, конечно, вначале я учила каждый день несколько часов, потому что я хотела там работать, и поэтому учила, может быть, 6 или 8 часов в день. Русский язык изучаю уже 3,5, не 3,5, 3 с чем-то года уже, с 2018 года. Больше не учу с русского языка, я только читаю книжки, но начала учиться примерно 8 лет назад и выучила за 2 года, думаю. Какая мотивация у тебя для изучения русского языка? Да, в-первых, по всей видимости, я люблю изучать иностранные языки. Учитывая, что я серб, для меня не слишком трудно изучать русский язык. И кроме того, русский очень, скажем, популярный язык, и в каждой стране очень много русскоговорящих людей. Так что есть возможности практиковать, и всегда можно использовать этот язык. Выбор не был очень трудный. После немецкого я просто так принимал решение изучать русский. Как я сказал, я живу в Варшаве. И в Варшаве много людей говорят на русском. Много людей из Украины, из
из Беларуси, часть из России, из Казахстана. И я думаю, что если я знаю русский, я могу говорить с много людей, с много людьми. Мотивация на самом деле была музыка. Музыка на русском языке. Кто-то сказал мне: Педро, нужно что-то послушать, послушай, такую музыку на русском, и мне очень зашло. Так что, с этого момента я всегда что-то на русском, всегда слушаю, и почти все, что я слушаю, это на русском языке. Так что я бы сказал, что это музыка. Тем не менее, тоже думаю, что история бывших СССР республик, или, в общем, России тоже, Украины, Беларуси, это все очень интересно. И зная то, что там мало кто говорит на английском, лучше просто изучать тот язык, который они используют. Просто очень красиво звучит и очень мило звучит. На самом деле это очень большой случай, потому что после школы я не знал, чем заниматься, и я путешествовал по Восточной Европе, и, я уже старик, мне 35, это было давным-давно, в 2008 году, и ситуация была такая, что в Восточной Европе люди еще не говорили так хорошо на английском. Я заметил, нет, люди говорят еще на немецком и на русском. И я думаю, что, может быть, это было бы интересно, когда европеец говорит на русском языке, это было бы как рыночная ниша для меня. Я думаю, что самая главная мотивация была разговором с моими друзьями из стран СНГ, то есть постсоветское пространство. У меня много друзей, которые приезжают из Молдавии, Казахстана, России, Украины. И я хотел с ними разговаривать на русском. И вот это поэтому я поступил в университет во Франции на факультет русского языка. И я решил изучать русский язык до магистратуры. И вот это. Моя история с русским языком очень странная. Я был в школе, я учил английский и испанский, но я очень плохо учился. Когда закончил школу, я даже 2 слова по-английски не мог связать. И тут у нас в Бразилии есть такая традиция, что в последнем году в школе мы дарим друг другу то, что мы точно знаем, что человеку не понравится. Естественно, мне подарили языковой учебник. Учебник назывался «Русский язык для всех». Я смотрел на буквы, для меня тогда они были очень странные. Поражался со своими друзьями и положил в рюкзак и забыл. Приехал домой, открыл рюкзак, увидел тот учебник и подумал, почему бы не хотя бы выучить алфавит. И тогда пошло-поехало. Я начал изучать русский, и сейчас это один из моих любимых языков. Какой у тебя метод? Как ты учила русский язык? Первый год у меня был курс русского языка, а потом я переехала в Казахстан на 1 год, и там выучила язык. С таксистами разговаривала. Они меня спросили, почему я не замужем. И вот это мои были первые слова на русском. Зависит от языка, если язык очень популярный, как, не знаю, немецкий, испанский, русский. Я люблю начинать с каких-то... Например, есть Мишель Томас, не знаю, если ты слышал об этом. Использую Мишель Томас, Пимслер. Потом после этих базовых курсов я использую и просто говорю, слушаю. И так, если что-то непонятно, я запишу сразу это в Анки. Или на бумаге потом дома запишу в Анки. А если язык не слишком популярный, как... не знаю, типа румынский или польский, тогда просто стандартно из каких-то учебника. Мне особенно нравится Симил учебник, и просто так каждый день или почти каждый день новый урок, и после урока тоже запишу это в Анки или повторяю и так. Много input, читать, слушать. Это очень, очень важно. И слушать, читать о вещи, которым ты интересуешься. Мне нравится футбол, кухня, рэп, стендап. И я смотрю вещи, я смотрю стендап на русском, я слушаю рэп. Но для меня, поэтому
изучение русского языка всегда, ну, хорошо, это никогда, как сказать, boring. Не скучно. Не скучно, это никогда скучно, потому что я учу вещи, которые мне не нравятся. Мой любимый метод – это смотреть сериалы по телевизору. То есть, даже если не русский сериал, и даже если, например, турецкий сериал, но с русскими субтитрами. И вот тогда я стараюсь понимать, что происходит, и если есть слова, которые я считаю важными, я паузу, и потом я поищу в словарь. Ну, как я учился в университете, я там работал на грамматике в основном, но сам то, что я сам делал, то, чем я занимался, я просто много слушал, много читал. Для русского я использовал Link, платформа Link мне очень понравился, потому что там много контента. Я думаю, что сейчас намного больше YouTube-каналов и подкастов. Когда я начал, не был такой огромный набор ресурсов. Так что сейчас намного проще, по-моему. Когда я учила русский, я использовала книги, например, «Дорога в Россию» или другие книги, как «В Россию с любовью» и другие книги. Кроме этого, я пыталась много слушать на русском, и я была жената за русским. Замужем за русским? Да, замужем за русским. И я говорила по-русски с его семьей. И да. Я люблю общаться, вы видите, я говорю и не знаю конец. Я живу в Берлине, поэтому мне везет, что очень много русских и очень много русских студентов в университетах. И, как мы говорим на английском, try and fail, я думаю, что это самый лучший метод. И меня это мотивирует. Я не такой человек, который боится говорить на языке тоже, когда он не так хорошо знает это. Потому что я знаю, я делаю это для себя и для прогресса. И я оптимист, я думаю, что все будет хорошо и все будет лучше. А надо просто стараться. Мне очень нравится слушать и читать одновременно. Я начал с видео с субтитрами, с 2 субтитрами. На английском или на испанском, и всегда на русском. Тоже использовал книгу коллекции Asimov, то есть это коллекция книг для начинающих до B2 как-то. И вот просто мне было скучно, когда я уже что-то знал и просто начинал с видео с субтитрами, как я сказал. Что для тебя являлось самым сложным в изучении русского языка? По поводу грамматики, конечно, падежи. Очень сложно, потому что они не существуют в моем родном языке, португальском. Но еще по поводу, как бы сказать, культуры, просто менталитет тоже не похожи, и поэтому мне пришлось еще это выучить. Но это со временем я уже привык, но это было сложно. Глаголы движения, не знаю, когда использовать, или знаю, но надо думать, когда приходит, уходит, заходит, прийти и так далее. Падежи тоже, у сербском тоже есть падежи, но совсем другая конструкция. Иногда надо подумать, какой падеж или как это сделать, этот фраз, и, по-моему, это самое тяжелое, да, самое сложное. Я никогда не знаю, где ударение. Но я учу много слова плохо. Неправильно. Из-за этого. И сейчас мне нужно выправить
И это сложно выправить. Что для тебя самое сложное в русском языке? И мягкий знак. Я пока думаю, неправильно использую. Например, нежность. Нежность, я всегда нежность говорю. Нежность надо. Так что, да, мягкий знак и ш, и щ. Это звучит одинаково для меня. Одинаково? Одинаково для меня. Я бы сказал падежи, глаголы движения и слова. Просто словарный запас, потому что слова сильно отличаются. У меня опыт был с романскими языками и с английским, у которого много романских слова, и русский был сложный, потому что ничего не, как сказать, recognizable. Неузнаваемые слова. Да, неузнаваемые слова, неузнаваемые корни. И это было довольно сложно. Грамматика, но не в том, что было сложно, мне нравится учить грамматику, но просто, конечно, говорить быстро и думать или больше не думать о грамматике, конечно, сложно. И что еще? Я думаю, что если я не жила бы в России, произношение было бы не самое простое, потому что, например, когда мы читаем на русском, мы не знаем, где акцент. Когда ты говоришь с людьми, надо думать, надо слушать внимательно, чтобы понять, чтобы помнить, где ударение. И тогда не будет так сложно. Но только потому, что я живу в России, было лучше. Может быть, я делаю много ошибок, я не знаю. Но я сказала бы, что было бы сложно. Наверное, грамматика. Например, все говорят, да, что, в русском языке очень много падежей, это сложно. Но для меня до сих пор совершенный и несовершенный вид — это, наверное, самая сложная тема. Я сейчас, наверное, как-то интуитивно знаю, какой вид использовать, но когда я об этом думаю, я очень часто ошибаюсь. Поэтому я теперь стараюсь об этом не думать, и как-то выходит. Спряжение. Это есть, сначала есть так много разных вариантов. Надо выучить такие таблицы. Я, честно говоря, люблю грамматику. Поэтому я немец такой холодный, знаете, мы делаем это все как машины, работаем все. И мне это было легко смотреть на все эти таблицы, это выучить, а потом надо начинать говорить. И это совсем по-другому, потому что на русском языке знаешь много слов и все равно говоришь все неправильно, потому что надо постоянно это склонять и спрягать. И это совсем другое. Это не так, как, например, на английском или на испанском, когда просто можно выучить эти слова и знаешь немножко грамматику, и сразу говоришь, у тебя успех, все так классно. Более-менее год мне нужно было, чтобы достичь уровня B2, но это многие говорят, боже мой, это очень быстро и все, да, но я тоже очень долго сидел за учебниками, и каждый день я читал на русском, говорил с русскими, и было успешно. Думаю, то, что было сложно, это все еще сложно, потому что все еще не могу как-то разобраться. Падежи не были самое сложное в языке. Не было самое сложное? Нет. Я думаю, что, например, глаголы движения – это сложнее, или виды. Когда использовать совершенный и несовершенный вид. Почему мы говорим «скажи», но не говори? Никогда не говори никогда. Но скажи что-нибудь, да? Есть какие-то правила, которые на самом деле не очень легкие, не очень сложно, мне очень сложно понять, и они не имеют смысла для меня. Если бы ты начал изучать русский язык с нуля сейчас, что бы ты сделал иначе? Это хороший вопрос. Не знаю, наверное, сначала больше работать над произношением, может быть, потому что были несколько вещей, несколько деталей русского произношения, которые я не знал, когда начал. И мне надо было их как-то исправлять
уже, как сказать, в течение, то есть после нескольких лет изучения. То есть, ну, потому что мне об этом не говорили в университете, да. И, ну, как работают мягкие и твердые звуки, все это. То есть не говорили очень подробно, да, и поэтому не знал, что, например, Т, когда у тебя И, Е, и, например, Т, у тебя будет всегда Т или Д. Не говорили об этом правиле. Даже в университете не говорили, да. И поэтому эти моменты о произношении, я думаю, что надо хорошо учить сначала, наверное. Я только практиковал бы больше грамматику. Купил бы какой-то, не знаю, сборник упражнений и практиковал бы почти ежедневно какое-то упражнение, потому что это убыстряет, есть такое слово, убыстряет. Ускоряет изучение. Это сделал бы по-другому. Ой, сложный вопрос. Я бы сразу говорил с людьми, потому что конечно, вначале мы боимся говорить, просто хотим как читать что-то или слушать музыку, но есть много людей, с кем мы можем разговаривать с самого начала, и это я не делал. Поэтому я думаю, что говорить с самого первого дня это важно. Я бы учил больше слов в начале. То есть в начале я учил там 500 слов, я потом их часто повторял. И было сложно запоминать слова, потому что, не знаю, у меня в голове не было инфраструктуры для изучения русских слов. А этого не было, потому что я знал мало слов. И только потом, уже изучая другие языки, я осознал, что чем больше слов мы знаем, тем быстрее мы запоминаем новые слова. Так что, если бы я начал учить русский сейчас с нуля, я бы учил больше слов. И когда я говорю учить больше слов, я не имею в виду запоминать. Да? Я бы быстро прошел, там, допустим, 3000 слов там, за пару дней. Когда я это говорю, люди говорят, ну, в смысле, 3000 слов, это, наверное, 3 месяца нужно заниматься. Но это потому, что они думают, что я имею в виду запомнить 3000 слов. Я это не имею в виду. Я бы просто прошел очень быстро 3000 слов, чтобы потом, когда я уже начал действительно изучать русский, у меня было вот такое ощущение, я уже видел это слово раньше, я уже слышал это слово раньше. Я бы сразу начала путешествовать по русскоговорящих странах. Так я очень быстро выучила больше слов, больше фраз. Ну так, да. И использовала бы еще какой-то курс в iTalki или Preply. Ну, это всегда такой типичный вопрос. Если у меня была бы машина времени, я вообще изменил бы очень много в жизни. Но ситуация такая, например, в 2008 году это все, как я уже сказал, по технологии еще не было так продвинуто, как это сейчас, если мы говорим о языках. Но сейчас я уже сначала использовал бы такой тренажер, чтобы учить слова. И тоже очень важно, что надо всегда записывать эти ударения у русских слов. Но сейчас более-менее у меня уже есть хорошие ударения, но иногда я тоже бываю еще совсем иностранцем. И вот это все так криво, и все, но все равно люди понимают, и по грамматике это правильно. Например, для меня это важно, что по грамматике это правильно. Какой у тебя совет для тех, кто только начинает изучать русский язык? Очень важно каждый день, по крайней мере, 10-15 минут что-то читать, что-то слушать, что-то, не знаю, писать, если возможно, говорить с кем-то, если есть возможности. Лучше каждый день 15 минут, чем, не знаю, одном в неделю 5 часов. Не думай о грамматике сразу. Это же не... Это важно, это, конечно. Но
Вот вы будете изучать, со временем будете изучать грамматику, но это не бойся. И, алфавит. Только 1 неделя. Не надо купить книгу, чтобы выучить, как читать по-русски. Вот. 1 неделя это достаточно, чтобы выучить кириллицу. Очень часто люди делают, что для них приятно или что для них очень, что проще для них. И это очень хорошо, но с одной стороны, например, если цель говорения, надо говорить. Если цель чтения, надо читать. Я бы точно вначале учил много слов. Я бы просто быстро проходил много слов, чтобы лучше ознакомиться с тем, как слова образуются в русском языке. Надо слушать подкасты на русском языке и читать книги. Когда ты уже достижешь до уровня B1, B2, надо читать книги. Очень быстро выучаешь много слов, много фраз. Это мне очень-очень помогло. У каждого человека есть свой метод. Да. Это все, что работает у меня, это не значит, что у вас это работает. Надо знать себя. Я думаю, что сейчас я тоже изучаю испанский, и я замечаю, что у меня уже есть свой метод, потому что я понимаю себя лучше. И это на самом деле ключ к успеху. Понимать себя, и таким образом можно выбирать тот метод, который очень хорошо подходит к человеку. Я думаю, что это нехорошо, когда люди начинают сравнивать себя с другими. А другой человек делает это, и кажется, что он намного успешнее таким образом. Но мы не знаем, как он делает это, и каждый человек по-другому устроен. Не надо думать о том, что другие лучше или как. Всегда есть люди, которые знают это лучше, или вначале у людей есть больше успехов. Думаю, самое лучшее, как сказать, piece of advice, самый лучший совет – это просто практиковать и найти для себя причину, чтобы не было скучно, чтобы не было сложно, чтобы процесс изучения языка было нелегко, но ты рад учить. Надо, по-моему, слушать и понимать язык и как-то запоминать то, что некоторые люди называют chunks. Chunks. Какие-то куски, да. фразы. Например, если ты запоминаешь, что, я не знаю, фразу «в моем городе», в моем городе, ты часто это говоришь, в моем городе, ты уже знаешь, как работают две падежи в двух частях речи. И я думаю, что это упрощает немного изучение грамматики, да? То есть знание этих блоков языка. Понятно? Да. Спасибо тебе большое за интервью. Спасибо тебе. Удачи тебе с твоим каналом и с изучением языков. Я заметил, что надо почаще говорить по-русски, потому что я уже давно не говорю. И прям чувствую, как сказать, что слова помедленнее приходят на ум. Да. Поэтому да. Практика. Да. Ладно, спасибо большое. Спасибо тебе.